Всем привет! Вы на канале Phantom Entertainment, и сегодня у нас третье видео про художников. В этот раз мы предоставляем вашему вниманию художницу Икари. Она рассказала нам о своем увлечении рисованием по ней и аниме. Также у нее есть и пара фури-артов. Сама художница говорит, что эти увлечения нашли ее сами, когда начали поступать заказы на арты. Также мы не можем не отметить, что у художницы достаточно большой опыт рисования. Как она сказала, рисую я практически с рождения. Однако именно брони она рисует примерно с 2013 года. А еще она была администратором проекта Brony News, про который она нам также рассказала. Вначале проект продвигался очень хорошо, набрал аудиторию и был популярен. Но некоторые создатели этого проекта обленились и не захотели работать. Осталась только она и самый главный аниматор. Вдвоем проект они не потянули, и он распался, прожив чуть больше года. Собственный стиль художницы начал появляться примерно в 2015 году, а полностью утвердился году к 2016. Из особенностей ее стиля можно отметить пушистость персонажей. Художница говорит, что даже если она рисует что-то жестокое, оно не получается таковым. В общем, у нее очень милый стиль, который присущий многим художникам этого фэндома. Разберем несколько артов подробнее. Арт номер 1. На этом арте вы можете видеть прием великолепной прорисовки волос на хвосте и гриве. Также можно наблюдать прием, связанный с упрощением фона, нужный для того, чтобы подчеркнуть самого персонажа. Также стоит обратить внимание на прорисовку глаз. Арт номер 2. Выполнен на бумаге, что подчеркивает умение художника хорошо рисовать как на графическом планшете, так и на бумаге. На этом арте мы можем видеть, как хорошо передан объем, неплохую прорисовку теней и оттенков на ногах и шее. Арт номер 3. На нем мы можем видеть подход художницы к эмоциям. Несмотря на мнимую простоту арта, на нем великолепно выражены эмоции персонажей, то есть умиление и любовь. Как и у многих других художников, у нее есть своя группа ВКонтакте, посвященная ее творчеству, историю создания которой мы вам также расскажем. По словам художницы, группа была создана в 2013 году. Она захотела создать ее, потому что хотела показать свои работы людям. Да и у нее уже были идеи для своих персонажей. С слов художницы, она долго не могла понять, какую группу лучше сделать. Были разные варианты в виде арт-группы, аска и прочее. Она выбрала аск. Сначала было немного народа, но потом людям вроде как начало нравиться творчество Икари, и аудитория начала набираться. Однако она не может точно сказать, что заставило ее переименовать аск в Chocolate Cafe. Она говорит примерно так. До сих пор задаю себе сама этот вопрос, но помню, что я подумала. Если мои персонажи будут жить в кофейне, будет миленько. Что касается заказов на арте, то тут все достаточно дешево, но качественно. Например, можно просто заказать полноценный арт. Однако это далеко не все. Также имеется множество наклеек, блокнот и открытки. Заказывают же у нее арты достаточно часто, она даже имеет с этого небольшой доход. На этом все. Также мы смогли договориться на скидку по промокоду в описании. Заглядывайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!